Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии. С вами я, Диана. Hello everyone, I am Diana, Color of Fantasy Art Gallery. Всем хорошего вечера. У нас уже вечер. Всем хорошего настроения. Вот. А начинаю я свою запись, значит, с моих заливок, которые я, не записывала и не попали они на YouTube. Вот, это уже высохшие работы. У меня, конечно, их много, но я показываю вот несколько. Значит, вот такие работы в последнее время у меня получаются интересные. Видите, вот как она хорошо смотрится, интересная, она уже просохла. Это я показываю вам все сухие работы. Вот, еще одна. Те, кто у меня на Инстаграм, вы видели, а те, кто не видел, вот они у меня, значит, я показываю сейчас вам. Это уже сухие просохшие работы. Вот такие работы интересные сейчас по Шелли Арт у меня получается. Спрашивают, почему так интересно получается. Наверное, энергии поменялись. И я думаю, что это новые энергии какие-то пришли. Видите, как классно получается. Вот. Тоже высохшая работа. Вот. И я ту работу, которую, значит, испортила, я сейчас еще ее покажу вам. Принесу и покажу вам. Вот эти буду убирать и заодно покажу. Так, это был мой эксперимент. Я пробовала из красок, значит, как они, перламутровые краски какие-то. Вот это был экспериментальный. Вот видите, они смешались и не получилось. Поэтому я я больше не буду ими пользоваться. Видите, как они получились, неважно. Дальше, вот эти работы, я не знаю, видели или не видели, но вот тоже показываю. Тоже интересные работы. Вот. Еще одна мне очень нравится вот эта работа, интересная, смотрите. Вот, шикарная работа. Это были металлики все. Я проводила свайп, вот, протяжку. И видите, как красиво оно подсохло и смотрится очень интересно. Это 20 на 20 у меня. Вот она вот так вот будет висеть. Вот, это вот эти работы. Дальше, сейчас я принесу ту, которую я исправила. Вот еще одна. Это тоже была протяжка. Я вот там что-то баловалась. В общем, это металлики все. Цвета металлик. Видите, как красиво смотрится. Вот. И если эпоксидкой залить, она будет как 3D эффектом. Она очень будет красиво смотреться. Но правда, вот в чем проблема? То, что вот эти Шелли Арт всегда делаешь на маленьких. Да, а нужны, конечно, побольше. Когда они большие, они интересно смотрятся. Вот даже вот это, видите, как она смотрится интересно, потому что она большая. Вот, сейчас я вам покажу ту, эти уберу, и потом мы с вами дальше продолжим, значит, нашу запись. Так, ну вот, еще одна. Вот это вот, я ее тоже записывала. Видите, тоже интересно получилось. Да, но, видите, дало трещину. Вот эта вот заливка красивая, все, да, шикарно. Но тогда, когда я делала, я тогда и сказала, что, скорее всего, будет трещина, потому что, во-первых, слой был толстый, и вот этот холст, он был неудобный. Его неудобно, ты не знаешь, как сделать для того, чтобы этот рисунок остался. Вот дало трещину. Но это тоже не проблема. Если эпоксидкой залить, и можно вот здесь вот, пройтись там, может, черной краской или как-то, да, и это будет, значит, оригинально смотреться. Вот. Это вам еще одна работа, которую я делала и, может быть, там не показывала. Вот, сейчас. И вот еще, главное, моя любимая работа. Это просто бомбическая, я ее обожаю. Вот эта работа. Я делала тоже, значит, свайп, и потом я протяжку делала, и потом еще и заливала вот с этой. И посмотрите, какой цвет. Вот, высохшая работа. Вот здесь я, я вот здесь потрогала, думала, она высохла уже, и взяла пальцами, и вот здесь вот немножко я оставила свой след пальцев. Вот, видите, там, где я приклеила. И на Фейсбуке, значит, мне посоветовали, значит, с акриловой заливки девочки, значит, посоветовали мне добавить сюда бусинки там или, что-то, бисер или камушки, да. Я думала долго, потом говорю, как же это сюда добавить, это же совсем другая, вот, может, кому пригодится. И я решила, значит, вчера я добавила вот такие натуральные камни. Вот, видите, это натуральный цитрин, это аметрин у меня и, значит, аметист. Вот, маленькие натуральные камушки. Если вам видно, я не знаю, видно, да? Да.
Во-первых, во-первых, это дает энергию, значит, эта энергия очень хорошая, очищает она, и потом дает, значит, благополучие, плюс денежные, значит, деньги в этот дом, где она будет висеть. Вот, поэтому, ну, даже если пару камушек ставишь, это тоже уже как бы энергетически картина становится очень сильной. Вот смотрите, видите? Вот. И вроде мне кажется, что и очень даже хорошо. Если бы я там много поналепила, мне кажется, не было бы лучше. Вот здесь вот совсем чуть-чуть я задела, и вот здесь вот, видите, уже не видно, что я задела. Еще лаком покрыть, но это будет шикарнейшая просто работа. Все, вот, прямо я такая довольная, что вот она такая красивая. Вот, я вам показала эти работы, а сейчас я хочу сделать... значит, смотрите, 40 на 40. Значит, работу. Вот 40 на 40 у меня холст. 40 на 40 холст сантиметров. И я решила сегодня попробовать сделать вот эту вот протяжку опять. Да, и посмотрим, как она у меня получится. Я это делаю, значит, в первый раз на вот этом большом. Не то, что в первый раз. Я уже делала раньше, когда только училась. И я показывала, у меня есть на канале. Значит, но там была продувка. Да, и здесь я хочу протяжку сделать и посмотрю, как она будет смотреться. Почему трудно делать на больших вот это Shelly Art? Значит, потому что, во-первых, тяжелая краска, когда, ну, вот мы же берем со строительного магазина, эта строительная краска, она тяжелая. И иногда она может остаться толстым слоем, и трудно потом, ну, как бы она не высыхает, а вот такие вот трещины дает. Поэтому я буду пробовать, я буду экспериментировать, я думаю, что у меня получится. Вот. А если не получится, значит, перезальем, ничего страшного. Теперь дальше, смотрите. Краску я использую со строительного магазина Semi Gloss. Это, значит, полуглянцевая, Deluxe, полуглянцевая, Easy Clean называется. Вот. Это для холста. Для моих красок, которые я разбавила, они уже разбавленные, значит, я использую медиум, специальный, который мы, значит, смотрели у Шелли. Я такие, как у нее, не нашла, естественно, поэтому я уже говорю на русском, значит, я взяла глазурь, я 3 ложки глазури, да, например, 3 ложки глазури, мини-вакс полуакрилик, 3 ложки тоже добавляла, да, 3 ложки и 3 ложки, вот такие большие, значит, и плюс 1 ложку полууретайн называется, вот. Это вот я все разбавила, вот такие вот краски у меня, видите? Вот это я разбавила краски. Дальше, а на мой, значит, сель-активатор у меня акрилик, вот этот Амстердам, и плюс Tins It называется. Это разбавитель для латексных красок. Вот. Tins It, вот, эти два. Сюда я еще добавила мини-вакс, значит, это на русском, это морилка. Несколько капель морилки. Например, если 2 ложки вот беру такую, значит, ну вот это разбавляю уже на глаз, вот так, да, добавляю туда там, например, ну может 8-9 капелек морилки. Да. Есть морилка на водной основе, есть морилка на такой основе, это масляной. Я добавляла раньше на основе водной, а теперь я добавляю на масляной. Вот. И получается то же самое, и ничего не, ну, как бы ничего нет. Теперь все, давайте начнем. Значит, вот у меня, значит, смотрите, 40 на 40 холст, да. Я примерно уже, значит, поняла, как считается, сколько нужно краски. Если 40 на 40, значит, нам нужно где-то 400 грамм в общей сложности краски сюда. Ну вот, я сейчас пока примерно залью, а дальше уже посмотрим. Так, а заливать я буду, наверное, вот так. Я вот сделаю вот так. Сейчас, подождите-ка. Я чуть-чуть сюда. Немножко сюда. Дальше потом уже буду доливать. Вот.
Мне надо вот эти бублики всякие, чтобы их не было. Вот еще чуть-чуть сюда. Пока временно, да? Чуть-чуть сюда. Это большой холст считается. Да, для меня вот сейчас вот он большой. Ну, надеюсь, что получится, и надеюсь, что будет нормально. Посмотрим. Ну, вот примерно где-то, да, я грамм 300 уже вылила сюда. Теперь, вот, значит, вот так. Теперь я буду добавлять сюда цвета. Сейчас я буду это делать, значит, смотрите как. У меня очень много цветов разбавленных, да. Я буду сейчас делать это интуитивно. Поэтому, если я не, вот честно, я не знаю, какие цвета сейчас использовать, потому что мне они все нравятся, мне хочется все попробовать, но на этот холст я не думаю, что очень много надо. Вот. Сейчас буду делать и посмотрю, как нам сделать все правильно. Значит, протяжку я буду делать вот такой вот штукенцией. У меня есть вот такая штукенция, вот видите, да? Это вот мои протяжки. И у меня еще есть вот такая протяжка. Вот. Я попробовала, ими удобно работать. И очень даже классно, в общем. Теперь, что мы делаем теперь? Будем пробовать, называется. Начинаем с золотого. Это у меня золотой пигмент. This is gold color from pigment. Да? Я на английском скажу. Так, сейчас тень, чтобы не попадала и вам было видно. Попробую сделать так, чтобы было видно. Так, это у нас золотой пигмент. Думаю, достаточно. Все равно тень попадает. Так, дальше пошли. Какие добавлять дальше? Мне тут нужно еще убирать вот эти вот, видите, вот эти пузырьки. Их нужно убирать, потому что если они остаются, то потом получаются вот такие дырочки на них. Так, золотой. Дальше какой подумаем? Золотой. Дальше я добавлю, может быть, сейчас вот такой. Вот такой цвет. Это у нас, сейчас скажу, турквайз. Азуль турквайз называется. Вот, азул турквайз называется. Она у меня гуще, чуть-чуть гуще, поэтому они, когда стоят, краски несколько дней, они густые становятся. И еще вот по Shelly Art, если кто-то уже занимается вот этим, да, если вы нашли, значит, смотрите, краски разводить надо за день-два, как бы, да, если сразу разводятся краски, вот сегодня развела и сегодня сделала, да, они такого эффекта не дают, как, например, если вы будете делать заранее, например, за один день, например, да, вот как бы вот так. Вот сейчас посмотрю, какой будет цвет. Так, только надо запомнить, а то я сейчас все сделаю и забуду, что я тут вообще делала. Дальше. У меня есть вот такой тоже бирюзовый, но пигмент. Он темный. Сейчас попробуем его.
Вот с этой стороны я попробую сделать его. Видите, он очень густой у меня прям стал. Вообще ужас. Ну, тоже ничего. Тут, мне кажется, главный активатор. Я так думаю. Мне так кажется, в общем. Не сколько краски нужны, а сколько нужно, чтобы активатор работал. И тогда уже работают... И тогда уже краски смотрятся совсем по-другому. И получается все совсем по-другому. Так, дальше что мы делаем? Дальше я добавлю, наверное, вот такой вот. У меня есть iridescent. Вот видите, белый. Iridescent голубой. Я его добавляю прямо в середину. Так, iridescent голубой я добавлю. Теперь. Iridescent голубой. Теперь. Какой добавить теперь? Угу. Все-таки может все с голубыми цветами, что ли, сделать или как? Давайте-ка я добавлю так. Сейчас. Это у меня аква. Это у меня аква. Вот, немножко сюда акву добавляю. Окей. Акву добавили. Дальше. Я хочу добавить немножко вот такого, может быть, зеленого. Пускай он блеск даст. Сейчас посмотрим. Нет, не хочу я его добавлять. Подождите. Я добавлю Emerald Green, наверное. Вот такой вот зеленый добавлю. Окей. Теперь я добавлю желтый, наверное. Golden Yellow. Я хочу попробовать сделать желтый. Но я не знаю, правда, как он будет смотреться, но попробую. Если не испорчу, конечно, все цвета. Я его сегодня размешала, вот поэтому он немножко у меня густоватый еще. Как бы не постоял. Так, это так. Теперь мне нужен, наверное, маджента. Маджента или же, скорее, маджента, наверное. Сделаю вот так мадженту. Пускай разные цвета будут. Мне все цвета нравятся как раз. Вот. Посмотрим, что дальше. Так, это у нас маджента была. Так, это у меня еще один, значит, золотой. Тоже, я его тоже сюда добавляю.
Так как холст большой, нужно краски, конечно, побольше. Теперь, какой добавить теперь? Где-то у меня был еще другой маджента, по-моему. Что ли, да. Сейчас я этот маджента добавлю еще одну. Так, вы не обращайте внимания, я разговариваю сейчас сама с собой. Я думаю просто, какие еще добавить, чтобы сделать и более ярче, и чтобы не смешало цвета все. Очень много тоже нехорошо. Вот еще одну мадженту, но это уже немножко другого цвета. Это вот так по бокам. Все. Или еще что-нибудь добавить. Может быть, иридесцент вот такой вот. Вот такой еще, может, фиолетовый добавить или не надо? Нет, не надо. Знаете, что я добавлю? Чуть-чуть можно добавить черного. Нет, черным я буду делать протяжку, поэтому не надо черный. Не нужно черный. Наверное, хватит, я думаю. Скорее хватит. Хотя есть очень красивые цвета тут навалом. Но если все смешать, то это будет ой-ой-ой. Много слишком. Сейчас я еще найду какой-нибудь цвет интересный. Может быть, но не точно. Так. Этот тоже не нужен, не нужен. Ну, наверное, все, скорее всего. Скорее всего, хватит. Ага, у меня вот здесь вот есть еще. Ладно. Сейчас, вот, еще я придумала, что еще добавить сюда. И чтобы у нас получилось что-нибудь интересное. Смотрите. У меня есть еще. У меня есть вот такой вот Iridescent White. Я его добавлю, потому что протяжку буду делать черным. И посмотрим, как он себя покажет. Ну, он густой, правда, очень густой. Не получится, наверное. Видите, да? Густоватый. Нет, он очень густой, не получится. А то сейчас испорчу все. Его надо разбавлять. Все, ладно. Давайте добавим вот такой вот и все. Это у меня Iridescent. Это Iridescent зеленый тоже. Вот. Так как будет черная протяжка, значит, мы можем делать вот этим Iridescent. Все. Вот эти Iridescent очень красивые цвета получаются, да, но проблема в том, что они такие дорогие, зараза, что купить их, конечно, и вот не только купить, еще и экономлю. Ну вот я еще и фисташковый сейчас добавлю. Пускай будет еще и фисташковый вот по бокам. Вот так. Не знаю, что с маджентой станет там, конечно. Я мадженту добавляла уже. Будем пробовать. Все, с Богом. Я это, значит, оставляю. И теперь смотрите, что мне нужно сделать. Вот на эту вот, значит, вот на такую штукенцию я добавляю черную. Сейчас, подождите, чтобы вам было видно. Вот так. Думаю, что там будет вам видно.
Сюда я добавляю черный. Видно вам? Да, видно. Активатор. Вот, немножко добавлю черный активатор. Да, и начнем делать протяжки. Плюс еще сегодня я делала, значит, бирюзовый активатор. Я его тоже хотела попробовать, но я не знаю, как он будет, потому что это первый раз я его сделала, бирюзовый. И не знаю, как он будет смотреться. Поэтому я немножко боюсь его использовать. Но это в следующий раз, наверное. Пусть он постоит немножко. Так, ну что, начинаем. Значит, смотрите, вот такие у меня штукенции есть, да, вот такие есть. Сейчас будем пробовать. Для этого мне нужно еще, значит, тряпочку такую, чтобы я это протирала все. Сейчас. Вот так. Сейчас работать надо, конечно, побыстрее, по чуть-чуть, чтобы оно не высыхало, эта краска. Ну уж как получается. Так, все. И это готовое. Сначала сделаю протяжку вот этой. Так удобно. Вот, видели, как я сделала? Вот, я просто взяла. Мне кажется, даже много я взяла. Вот так вот. А теперь я буду протягивать. Начинаем вот отсюда. Это раз. Дальше пошли. Это два. Давайте попробуем вот этой. Может, она даже лучше будет делать. Это можно любой, вот, не только этими, можно любыми. Ну, попробую. Вот этой лучше, видите, получается, чем этой. Этой лучше. Тут больше черного осталось. А на этой нет. Еще одна. Вот так. Угу. И вот здесь вот надо. Я надеюсь, что там вам видно, нет? Видно, да? То я так убрала. Теперь давайте на другую сторону. Теперь на эту сторону. Ну, я уже вот так проведу ее, чтобы уже не стояла. Я еще сейчас добавлю немножко активатора. Достаточно. И пошли дальше. У нас что-то каждый день эти вертолеты летают. Каждый день вертолеты у нас что-то проверяют, что они тут разлетались, в общем, не знаю. Дальше пошли.
Теперь я вот так проведу. Вот смотрите, наоборот. Это раз. Тоже сюда можно. Это два. Уже активатор смешался тут, поэтому это 3 у нас. Вот здесь вот, наверное, сделаю вот такими маленькими. Угу. Вот видите, как получается? Это называется техника протяжки. Давайте вот эту тоже сюда проведем. Пусть уже будет так. Все вроде бы, да? Угу. Как раз и активатор закончился. Он уже и не работает, потому что уже смешался. Ну, давайте еще одну сюда. Так. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Мне нравится вот этой вот протягивать. Она такая удобная. Вот отсюда надо. Все, видите, как вышли ячеечки. Вот здесь вот мне надо. Угу. Попробую вот так. Посмотреть, что получится. Все, вот так пусть будет. Вот такая вот у меня получилась картиночка. Теперь это убираем. И это все убираем. И начинаем с Богом. Начинаем, значит, мы это все давайте сначала вот сюда. Дальше в середину. Надеюсь, там видно, что холст большой. Все опять в середину.
Угу. Сюда. Сори, если там не будет видно, то извиняюсь. Так. Это так. Теперь опять в середину. Здесь очень много черного, его надо как-то убрать. Так, а теперь пошли сюда. Тут много черного, мне не хочется. Это черный. Прям очень много. Угу. Красота получилась. Так, красота, прямо красота. Именно цвета красивые. Теперь опять сюда я в середину. Этот черный мне не очень нравится, конечно. Ну ладно уж. Раз пришло, значит пришло. Видите, как красиво получается. Вот на больших все равно смотрится красиво, конечно. Где маленькие, где большие. Очень красиво смотрится. И ячейки сразу, смотрите, какие красивые. Я извиняюсь, что там может не видно быть, но мне нужно это слить, окей? Вот так получилось, видите? Вот здесь вот в конце мне не нравится. Что делать? Что сюда добавить? Все, мне кажется, очень даже интересно. Сейчас вот сюда что-нибудь надо добавить, а у меня ничего интересного нету тут. Уж ничего не попадало. Интересно. А, ладно, вот есть желтая здесь. Надо как-то культурно взять и культурненько вот так провести. Получится очень интересно. Все. Так, дальше. Вот здесь вот тоже чуть-чуть еще добавлю. Не знаю, вот когда на камеру что-то снимаю, в последнее время у меня почему-то, я то ли теряюсь, то ли что, я не могу понять, что со мной происходит, почему у меня не получается записать нормально видео. Вот мне надо сюда еще чуть-чуть протянуть, потому что она тяжелая. Мне так кажется, видите? Ну вот, получилось вот так. Вот.
Вот сюда чуть-чуть еще протяну, если. Я думаю, что... Чтобы оно на всякий случай уже не треснуло. Все, мне нравится. И цвета, вот на мой выбор, как бы пошло. Интересно. Смотрите, как. Представляете, когда оно высохнет, какая она будет красивая. Вау. И не пригодилось. Вот только вот это черное мне не нравится. Я не знаю, что можно сделать. Я знаю, что можно сделать. Можно еще раз провести вот этой штукенцией, да, другие какие-то цвета, но я что-то не хочу рисковать на всякий случай уж. Я уж оставлю, наверное, так. Все. Вот так вот на этом мы закончили с вами. Заливку Шелли Арт. Всем большое спасибо, кто смотрит. Сейчас я близко покажу вам. Она мне нравится, кроме вот этой черной. Вот эта черная мне не нравится. Она не должна быть здесь, но она появилась. Если только попробовать протянуть еще чуть-чуть сюда, ну, не знаю, получится или нет. Но цвета, конечно, обалденные. Я потом вот еще сделаю еще одну и посмотрим, как у меня получится та. Тоже на большой буду делать. Смотрите, какие красивые. Вот что значит, это пигменты смешанные идут и разные, значит, вот эти фирмы красок. В Шелли Арт, да, нужно вообще учитывать, что когда смешиваются разные фирмы, то получается совсем другой эффект. Нет, она уже не идет, конечно, но все. Ладно, все, пусть будет так. Хотя можно было что-то провести, но мне она нравится, и я не хочу портить. Вот. Все, я это сделала, у меня это получилось на большой. Так что можно попробовать еще побольше. Уже примерно ход мыслей уже знаю. Так, ну все, я вот что-то тут сама с собой болтаю. Вот, получилась вот такая вот интересная заливка. Я не знаю, цвета передает камера или нет, но скорее не передает. Я вот так сейчас встану, может вот так будет видно, чтобы не уронить и не задеть. Вот это вот черное не должно было быть, но она есть. Ладно. Все, а теперь всем пока-пока. И еще раз огромное спасибо всем за ваши комментарии, за поддержку. И я хочу вам сказать, я вас очень люблю. Вот, ставьте лайки, комментируйте. Даже если не будете ставить лайки, я вас все равно люблю, потому что на самом деле наше общение – это бесценно. А все, что происходит вокруг с нами, да, вот, ну, как бы, как сказать, то, что происходит, что-то там вокруг, где-то скандалы, какие-то, ну, неурядицы, да, ну, я бы сказала, что в жизни это не самое страшное. Не самое страшное, если с тобой кто-то там ругается, воюет, да, поэтому я на эти вещи не обращаю внимания. Я думаю, что каждый из нас должен сделать какие-то выводы, вот, и что-то осмыслить, переоценить. Я очень-очень, говорю, переживаю, что, вот серьезно я переживаю, что я побеспокоила моих подписчиков, потому что мне Оля писала, там еще писали, значит, Лена писала, чтобы я не связывалась, Танька писала, вот. Поэтому я на самом деле извиняюсь, переживайте за меня, но я буду записывать, даже не переживайте, даже не волнуйтесь.
Я не художник, пусть меня там они как хотят называют, что хотят они пусть говорят, да, но так как я знаю, это я знаю. А то, что они говорят, там я у них что-то ворую, переворовываю, вы все знаете, кто меня знает, вы все знаете, что я ничего ни у кого не переворовываю и ничего не делаю. А если вы вложили в YouTube свой канал, да, какие-то там ваши эксперименты или какие-то ваши заливки, то я думаю, что наоборот мы ставим для того, чтобы вы у нас брали и пробовали и делали, а не для того, чтобы потом предъявить претензии какие-то, что вот мы, оказывается, что-то украли, да. И это первое. А второе, знаете, дорогие, давайте не будем обращать внимания ни на кого. Вот. Всем пока-пока. Я вас очень-очень люблю. Вот. Пишите. Я всегда отвечаю на комментарии. Вот еще раз покажу. Всем пока-пока. И не переживайте за меня. У меня все хорошо. А будет еще лучше. Пока-пока.